Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю крылышки как KFC. Они получаются именно такими, как мы любим. Невероятно сочные внутри и с хрустящей рваной корочкой снаружи. Секрет в маринаде на кефире, правильной смеси специй и двойной панировке, которая дает тот самый хруст. Жарится быстро, а съедаются еще быстрее. Идеальный для компании, киновечера или просто когда хочется чего-то по-настоящему вкусного и немного вредного. Подавайте с соусом, и остановиться будет невозможно. Все ингредиенты и пошаговый рецепт с тайм-кодами вы можете посмотреть в описании к видео. Конечно, в первую очередь для рецепта надо подготовить куриные крылышки. Я срезала вот эти кончики, они не нужны, так как очень быстро обгорают. И очень часто куриное крыло разрезают на плечо и предплечье. Я этого не делаю, потому что у меня крылышки очень небольшого размера. И там, конечно, нечего будет есть, если их разрезать. И я оставлю вот в таком виде. Крылья я хорошо помыла, почистила от перьев. И теперь их замаринуем. В миску я добавляю кефир. Примерно 1 чайную ложку соли, черный перец. Конечно, все специи и соль добавляйте по вкусу. Я добавляю сейчас примерно пол чайной ложки перца, чайную ложку сушеного чеснока и чайную ложку паприки. Хорошо все перемешиваю и оставляю крылышки промариноваться минимум на 30 минут. А лучше всего, если они постоят у вас несколько часов. Подготовлю все для панировки. В миску всыпаю муку, добавляю крахмал. В муку также добавляем соль. Здесь у меня примерно пол чайной ложки. Черный перец, примерно 1 чайную ложку. 2 чайные ложки паприки. Чайную ложку сушеного чеснока. Пол чайной ложки орегано. Пол чайной ложки тимьяна. Четверть чайной ложки куркумы. Четверть чайной ложки чили. Конечно, чили добавляйте по вкусу. И четверть чайной ложки мускатного ореха. Хорошо все перемешиваю. Чтобы крылья получились вкусными, хрустящими, надо обязательно делать двойную панировку. Сейчас я достаю крылышки из кефира и перекладываю в сухую смесь. Панирую партиями. Сначала хорошо перемешиваю в этой смеси и выкладываю на решетку. И, конечно, весь секрет – это вторая панировка. Отправляю обратно крылышки в кефир, в этот маринад. Хорошо перемешиваю. И теперь обратно отправляем в муку со специями. Сейчас я выкладываю где-то по несколько крылышек и хорошенечко обваливаю. Прямо со всех сторон. Теперь я хорошо все стряхиваю и выкладываю на решетку. И таким образом панирую все крылышки. Теперь очень важный момент. После того, как все куриные крылышки обваляли в панировке, их надо оставить полежать на решетке минут на 10, чтобы вся эта панировка немного подсохла. И тогда она не будет отлетать во время обжаривания. Готовлю соус. Здесь у меня кетчуп. Добавляю 3 столовые ложки кетчупа. Теперь 3 столовые ложки майонеза. Чайную ложку дижонской горчицы. Она не острая. Четверть чайной ложки паприки. И по желанию добавляем чеснок. Я добавлю 1 зубчик. Хорошо перемешиваю. Получается вот такой очень вкусный соус к крылышкам. Ну и, конечно, готовим крылышки во фритюре. Я взяла вот такую среднего размера сковородку, глубокую, наливаю растительное масло. Хорошо его разогреваем. Также сразу я подготовила еще один поднос с решеткой, куда буду снимать уже пожаренные крылышки. Проверяем, как разогрелось масло. Возле деревянных палочек уже идут пузыри, масло хорошо разогрелось. Жарим крылышки небольшими партиями.
Даем маслу немного покипеть и добавляем еще крылышко. Обязательно вначале готовим крылья на довольно таком большом огне, чтобы хорошо схватилась корочка. Потом огонь можно сделать чуть тише, чтобы мясо успело приготовиться внутри. Переворачивать ничего не обязательно, так как здесь у нас достаточно много масла и крылья жарятся со всех сторон. Но так как я любопытная, иногда я их переворачиваю. Первая партия крылышек готова. Достаю ее на решетку. Какие они хрустящие, классные. Обязательно хорошо стряхиваем масло. Вот такие хрустящие, очень аппетитные крылышки получаются. И, конечно, сразу жарю вторую партию. Конечно, самое классное, это когда вы уже сразу вот такие горячие крылышки подаете к столу, чтобы они были вот такими горячими и хрустящими. Точно так же, как это делают в KFC. Достали их из масла и фактически сразу подают вам к столу. Отправляю жариться следующую партию. Вот такие хрустящие крылышки получаются. Это, конечно, просто нереально вкусно. И обязательно с соусом. Крылышки получились невероятно вкусные. Точно как KFC. Хрустящие сверху и сочные внутри. Обязательно их приготовьте. Тем более, что это так быстро и просто. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!